Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 27 марта. Поговорим о народном календаре, поговорим о народном празднике, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 27 марта. Также уделим внимание церковному календарю, уделим обязательно иконе Божией Матери, которая почитается в этот день 27 марта. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующие слова: «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие», и тем самым ускорьте финансовый поток. Не забудьте, пожалуйста, прописать имя, то есть «Я», ваше имя полное, и привлекаю изобилие, достаток и благополучие. Истинно да будет так. А мы с вами, друзья, начинаем. Итак, друзья, 27 марта Православная Церковь вспоминает и чтит память преподобного Венедикта Нурсийского. Это выдающийся духовный лидер, реформатор монашества и основатель одного из наиболее влиятельных монастырских орденов в истории христианства. Его жизнь и учения оказали значительное влияние на развитие христианства и формирование культурного ландшафта Западной Европы. Венедикт родился в Нурсии, это ныне Норчия, Италия, в начале VI века. Его жизнь была наполнена постом, молитвом и служением Богу с молодых лет. По многим апокрифическим легендам его родители наделили его хорошим образованием по тем временам, и после смерти отца Венедикт решил посвятить себя монашескому пути. Преподобный Венедикт основал монастырь в Монте-Кассино, который стал центром его духовной и душеприказнической работы. Он разработал строгий устав монашества, который включал в себя принцип молитвы, труда и общности. Этот устав, известный как «Регула святого Бенедикта», стал основой для многих монастырских общин и монастырских орденов на протяжении веков. Кроме того, преподобный Венедикт считается небесным покровителем Европы. Его влияние распространилось далеко за пределы его времени и места проживания, оставаясь важным источником вдохновения и напутствия для христианских верующих во всем мире. Поэтому наследие преподобного Венедикта остается актуальным и в наши дни. Его учение о смирении, молитве и труде, о постоянстве в стремлении и к святости продолжает вдохновлять многих христиан, которые стремятся к глубокой духовной жизни. Обращаем ваше внимание, что 27 марта – это особый день в православном календаре, который посвящен празднованию Федоровской иконы Божьей Матери. Этот образ, созданный согласно преданию святым апостолом Лукой, играет важную роль в духовной жизни верующих и связан с множеством чудесных событий. По преданию, Федоровская икона Божьей Матери была создана святым апостолом Лукой. Важное место этого образа в истории России отведено событиям 1239 года, когда икона была обретена и стала молитвенным образом Александра Невского. После смерти князя образ явился его младшему брату Василию Ярославовичу, а позже и князю Владимирскому. Образ получил название по храму, в который его поместил Василий Ярославович, кафедральному собору города Костромы во имя Федора Стратилата. Федоровская икона Божьей Матери является объектом особого почитания и молитвы в православии. Верующие обращаются к этому образу с просьбами о семейном счастье, о крепком здоровье, о легких родах и благополучии для матерей и новорожденных детей. Многие святыни и чудесные события связаны с этим образом, что укрепляет его особое место в сердцах верующих. Кроме того, Федоровская икона Божьей Матери символизирует материнскую заботу, защиту и благословение. Ее образ напоминает о бесконечной любви и милости Божией, которая сопровождает верующих на протяжении всей жизни. Поэтому в этот день, 27 марта, православные верующие собираются в церквях для праздничных богослужений и молитвы у Федоровской иконы Божьей Матери. Они обращаются к Матери Божией с молитвами о помощи
помощи и благословения для своих семей и близким, веря в ее заступничество перед Богом. Ну, а в народном календаре, друзья, этот день назвали и Венедиктов день, известный как Федор Скотник или Федоров день. Этот день имел особое значение в народной культуре, связанное с приметами погоды и предсказаниями о будущем урожае. Давайте рассмотрим некоторые из традиций, которые были связаны с этим днем. Венедиктов день традиционно связан был с погодой и прогнозом для предстоящего урожая. Это время, когда наши предки обращались к небу и к природе, чтобы определить, что же ожидать в ближайшем будущем. Федор Скотник или Федоров день также отмечал конец зимнего периода, когда скот выходил на выпас после долгого зимования. Этот день связан с началом и весенних работ на фермах и на пастбищах. И обращаем ваше внимание, что в этот день наши предки старались обратить внимание на погодные условия и на природные явления, которые могли служить народными приметами для предсказания будущей погоды и урожая. Наблюдение за облаками, ветра, температурой и поведением животных давало представление им о том, что же ожидать им в предстоящие месяцы. В некоторых регионах могли проводиться различные обряды, ритуалы, которые были связаны с Венедиктовым днем или днем Федора Скотника. Это включало в себя молитвы на благополучие урожая. Также проводились особые обряды на полях или так называемые посевные церемонии. Федоров день приходится на период линьки животных, когда их шерсть начинала меняться. Это время, когда крестьяне обращали особенное внимание на свой скот, выводя его во двор, очищая, чистя и заговаривая, чтобы защитить от беспокойства и дурного глаза. Это было не только заботой о благополучии скота, но и способом обеспечения хорошего урожая и кормления семьи. В народе было распространено множество народных примет и поговорок, связанных с Федоровым днем и уходом за скотом. Одним из них гласило: «На Федора не ленись, скотине поклонись». Это отражало важность активного ухода за животными в этот период. Крестьяне также использовали и другую поговорку в этот день: «Корова на дворе, еда на столе», подчеркивая значимость наличия скота для всей семьи. Кроме того, в Федоров день крестьяне соблюдали ряд традиционных обрядов и обычаев, которые были связаны с уходом за скотом. Они проводили особые молитвенные обряды, ритуалы для защиты животных от болезней и бедствий. Свиньи играли очень важную роль в сельском хозяйстве и были важным элементом в деревнях. Крестьяне ценили свиней как важное хозяйственное животное и придавали особое значение уходу за ним. И в русской народной культуре свинья часто ассоциировалась с копилкой. Крестьяне верили в принцип «свинья-копилка, что положишь в нее, то и возьмешь». Это означало, что правильный уход за свиньями и их кормление могло привести к хорошему урожаю и достатку в будущем. Поэтому уход за свиньями требовал особого внимания и заботы. Поэтому существовали некоторые секреты и народные приметы, которые крестьяне передавали из поколения в поколение. Крестьяне верили, что звать свиней нужно, глядя в окно, чтобы они не полезли в огород. Этот обычай помогал избежать возможных разрушений на участке. Кроме того, было принято кормить свиней вне хлева, чтобы предотвратить возможность съедания поросят. Это позволяло обеспечить сохранность потомства и увеличить численность стада. Свиньи предоставляли крестьянам мясо, которое было важно для того, чтобы прокормить семью. Их также свиней использовали для производства сала и других продуктов питания. Благодаря свиньям крестьяне могли обеспечить себя пищей на все время года.
Кроме того, в этот день существовало поверье касательно влияния зеркала на людей, особенно на пожилых. Давайте рассмотрим и этот обычай, и другие поверья, связанные с Федором Скотником. По народным поверьям, влияние зеркала на людей усиливалось в такой день, как 27 марта. Считалось, что в этот день зеркало может вытягивать жизненную силу из человека, особенно если это произойдет вот такой вот день, как 27 марта. Поэтому пожилым людям рекомендовалось стараться избегать, чтобы смотреть в зеркало в этот день, чтобы сохранить свою энергию и жизненные силы. Помимо того, чтобы не смотреть в зеркало в этот день, существовали и другие запретные действия. В этот день не рекомендовалось колоть дрова, точить ножи или брать в руки оружие. По народному поверью это могло привести к конфликтам, к ссорам и даже к каким-то не очень хорошим событиям. И поэтому наши предки знали, что важно соблюдать народные приметы и традиции для того, чтобы сохранять мир и благополучие в доме и в семье. Также 27 марта – это день, когда, согласно народным поверьям, можно заговорить детский испуг. Многие родители сталкиваются с ситуациями, когда их дети испытывают страх или беспокойство, особенно ночью. Поэтому в этот день, 27 марта, наши предки проводили особый обряд, который помогал успокоить ребенка и избавить его от страха. Также, как это делалось? В этот день нужно было заговорить воду и умыть ребенка этой водой. Этот обряд считался защитным и способствовал тому, что ребенок успокоится и избавится от страха. Умывание водой имело символическое значение, помогая очистить ребенка от негативных эмоций и беспокойства. Кроме того, 27 марта представлял собой день, когда наступало время для обновления и заботы о себе. Согласно народным приметам, действия, предпринятые в этот день, могут оказать влияние на благополучие и на здоровье на протяжении года. Поэтому, застелив новое постельное белье и постирав полотенце в этот день, 27 марта, вы тем самым сможете создать особую атмосферу чистоты и свежести в своем доме. Это поможет вам предотвратить болезни и обеспечить благополучие на протяжении года. Такой обряд станет символом начала нового цикла и чистоты. На 27 марта особенно важно было уделить внимание чистоте и святости, поэтому раскладывали постельное белье, полотенца, нательное белье у иконы Божьей Матери. Это считалось таким вот особым ритуалом, который приносил защиту и благословение. Чтение молитвы «Отче наш» трижды перед иконой усиливало этот эффект, заряжая человека бодростью и энергией, а также защищая от бед и ненужных забот. Кроме того, 27 марта – это не только время для заботы о своем доме и окружении, но и о собственном благополучии. Поэтому постарайтесь в этот день позаботиться о своем физическом и душевном состоянии. Постарайтесь провести время с семьей, с близкими людьми, а также подумайте о своих целях и планах на будущее. Что же нельзя было делать, друзья, 27 марта по народным приметам, традициям и обрядам? Одним из основных предостережений на 27 марта являлось то, что нельзя было смотреть в зеркало. Считалось, что в этот день зеркало может вытянуть из человека всю его жизненную энергию, что может привести к негативным последствиям. Поэтому важно было избегать того, чтобы смотреть в зеркало, и даже нужно было занавешивать белой тканью, чтобы случайно не посмотреть в зеркало. Также в этот день следовало избегать посещения мест, где есть большая вероятность заглянуть в зеркало. Также не стоит сегодня устраивать примерку у швеи, планировать походы по магазинам одежды или посещать салоны красоты. Это поможет вам избежать ненужного риска и поддержать ваше благополучие. Кроме того, в Федоров день лучше всего воздержаться от работы с ножом и другими острыми предметами. По народной примете, использование таких инструментов может стать причиной серьезных разногласий между членами семьи. Эти разногласия могут привести к ссорам, конфликтам и даже дракам. Поэтому в этот день лучше отложить работу с острыми предметами на другой день.
Кроме того, нежелательно в этот день спать на использованном постельном белье или использовать несвежие полотенца и нательное белье. Это могло привести к возникновению болезней, простуд или могли вернуться какие-то нерешенные проблемы. Поэтому важно следить за чистотой и свежестью постельного белья, нательного белья и полотенец, чтобы сохранить благополучие и здоровье. Также по народным приметам 27 марта нельзя, чтобы пустовал холодильник. Иначе это может привести к тому, что в следующие 40 дней придется испытывать недостаток в еде. Поэтому обязательно в этот день, 27 марта, пополните запасы продуктов, не забывая о мясных и молочных. И именно это позволит избежать вам голода и обеспечить себя необходимыми пищевыми ресурсами. Также сегодня стоит избегать посещения людей, к которым вы испытываете чувство неприязни, страха или неуверенности. Общение с такими людьми может отнять у вас всю положительную энергию и привести к негативным последствиям. Поэтому важно быть внимательным к своим чувствам и избегать контактов, которые могут негативно сказаться на вашем благополучии. Также не рекомендуется планировать беседы или вести разговоры с начальством на темы, связанные с повышением заработной платы, увольнениями или другими такими скользкими вопросами. Считается, что в этот день желаемого результата в подобных разговорах не будет. Вместо того, чтобы приносить определенные плоды, подобные беседы могут вызвать недопонимание, иногда даже конфликты. Друзья, вот такой у нас с вами день, 27 марта, по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите «Я», полное имя ваше, привлекая изобилие, достаток и благополучие для того, чтобы ускорить финансовый поток в вашу жизнь. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.